В этом видео мы покажем вам самые интересные места острова, в которых обязательно стоит побывать. Самый главный город на Мальте – это, конечно же, Валетта. Начать осмотр города Валетты я рекомендую именно с этого места. Мы сейчас находимся в садах Баракка, и это одно из самых посещаемых достопримечательностей на Мальте. Мы находимся именно в верхних садах Баракка. Тут высажено очень много редких цветов и деревьев, и высажены они ярусами. С этого места открывается очень красивый вид на бухту Гранд-Харбор. Валетта была построена рыцарями-госпитальерами в 16 веке. Мы сейчас спустились в нижние сады Баракка. Валетта – это сердце Мальты. И если вы не были в Валетте, считайте, что вы не были на Мальте. Многие туристы прибывают сюда на круизных лайнерах. И Валетта – это единственное место, единственный город, который они видят. Сейчас мы перейдем дорогу и пойдем вот туда, вот к этому колоколу. На смотровую площадку. Скамеечки здесь везде. Люди отдыхают, туристов очень-очень много. Вообще красивое место. Валетта мне нравится. В хорошую погоду здесь можно сидеть, да, так, и получать релакс с видом на большую гавань и на 3 города. Мы сели на паром и плывем на остров Гоза. В море мы будем буквально полчаса. Остров Гоза второй по величине в Мальтийском архипелаге. Здесь всего 30 тысяч жителей, и многие из них никогда не покидали этот остров. Сегодня мы проведем здесь несколько часов, посетим его столицу, это город Виктория. У нас там будет достаточно свободного времени, чтобы погулять по центральным улочкам и посмотреть всю красоту. Если вы на машине по пути из порта в Викторию, вам попадется вот эта церковь Тамина. Очень красивое место, можете сделать остановку. Мы сели в лифт и куда-то поднимаемся. На самую верхнюю площадку, я так понимаю. Выходи. Если вы не посещаете музей, то вход в саму крепость бесплатный. Если вы хотите увидеть музей, то 5 евро взрослый и 3,5 евро ребенок. Класс! Я эти ящерицы обожаю. У меня дома такая есть, из Испании привезенная. Здесь на территории цитадели такой лабиринт из узких улочек. Но есть указатели везде. Людей немного. На солнце жарко. Идем, куда-то идем в гору. Отсюда открывается вид на всю столицу Викторию. Люди здесь на острове заняты в основном рыбной ловлей и фермерским хозяйством. А еще изюминкой острова являются так называемые фермерские дома. Это каменные простые домики без изысков, без излишеств. И вы можете остановиться в одном из таких домов, но это, наверное, больше отдых для меня, для тех, кто непритязателен к быту и кто любит побыть на природе и в каком-то уединении. Если вы приедете сюда летом, то я советую вам сходить на пляж, так как тут очень много красивых бухт, где можно поплавать. И вода тут прям прозрачная-прозрачная.
сейчас мы вернулись и садимся на тот же паром, на котором мы приплыли сюда на Гоза, и переплываем на третий по величине Мальтийский остров, на остров Камино. На Камино там очень красивая природа, остров необитаемый, безлюдный, и там скалы, бухты. И летом, конечно, туда приезжают многие и купаются. Пляжи там тоже такие интересные, красивые, водичка бирюзовая. Народ поднимается в гору. Остров размером всего лишь 3,5 квадратных километра. И длиной 2 километра. Ну, маленький такой. Да. И вот нам сказали, что 4 жителя всего живет, но он выглядит довольно оживленный, если честно. Потому что туристов очень много с паромов налезло, да? Какие-то магазинчики стоят даже. Место просто потрясающее, вода нереального бирюзового цвета. Приезжайте сюда летом и проведите на этих шикарных пляжах хотя бы один день. Это еще одно красивое место, залив Спинола. Здесь, вокруг этого залива, очень много разных кафешек и ресторанчиков, очень много магазинов. Макдональдс есть, суши-бар, Тайн любимый. Очень большое количество кафешек. Вечером здесь все светится, жизнь кипит. Эти лодочки, очень красивая набережная, домики. Обязательно приедьте сюда и погуляйте. Памятник рыбака. Этот залив находится в Сент-Джулианс, и сюда идет очень много автобусов с разных уголков Мальты. Мдина – это средневековый, обнесенный стенами город по прозвищу «Город тишины». Улочки очень узкие, напоминают какие-то арабские кварталы. Идем туда дальше, посмотрим, что там. После сильного землетрясения в 1693 году многие здания тут были перестроены. Именно Мальтийский орден ввел в город стиль барокко, что делает город сейчас таким очаровательным. Именно поэтому Мдину называют знатным городом. Знатный город намного старше Валетты, ему более 4000 лет. Вышли к смотровой площадке, идем. Дорожка вниз к голубому гроту. Вот такие ступеньки. Мы поднялись вот по вот этим ступеням наверх. Кактусы. И там дальше тоже идет лесенка. Идем туда. Хочу убедиться, что там дальше нет прохода. Да, там еще буквально 10 метров за углом. И все, конец пути. Тая, неверующая Фома, решила убедиться сама. Там нет дальше прохода, Тай. Здесь очень
вода тут реально вот такая вот бирюзовая. Просто это видно в основном на солнце. А еще местные говорят, что сюда автобусом не добраться. Но это не совсем так, потому что пока мы ехали на такси, я очень внимательно смотрела по сторонам. И все-таки остановки автобусные есть. Ходит 201 автобус из Мдины, из Рабата, с конечной ее станции. А здесь есть еще вот такая смотровая площадка, скамеечки для отдыха и виды. Обязательно побывайте в Мальтийском аквариуме. Ты видела таких рыб больших когда-то? Таких нет. Прикинь, в воде такого увидеть. Увидит, ладно, вот когда он дотрагивается до тебя в воде, да? Гигантский просто. А это другая какая-то, да? Ага. Я не водоскладку не видела, это у него глаза такие. Да. Идем вперед. Красивый аквариум, большой такой он конкретно.